Юмор– это защитный механизм, который искажает адекватное восприятие реальности. Юмор– это как психологическая защита. Работая с людьми, я замечаю и вижу то, что на многие стрессовые ситуации клиенты относятся с большим таким, юмором. Это все переводит в какую-то плоскость, в юмористическую. То есть было какое-то событие негативное, стрессовое, что-то произошло у клиента, да, или там, не знаю, простой пример, что-то произошло в жизни. И человек сразу же начинает по этому поводу шутить, он начинает как-то по-другому интерпретировать, он это все переводит в шутку, в юмор. Но тем самым, да, это хорошо, это такая психологическая защита, но тем самым у него искажается реальность. Он уже неадекватно смотрит на ту ситуацию, которая была. Тем самым он защищается от этой ситуации, он как бы ее не принимает, эту ситуацию. Опять же, все это через юмор. Юмор вообще, как мы прекрасно понимаем, то, что может влиять и положительно, и отрицательно на нашу психику. Естественно, есть такие моменты, когда лучше пошутить. Допустим, там, я не знаю, вы шли по дороге, вас обрызгала машина, вышли на какую-то важную там встречу, вас обрызгала машина, вы все мокрые, все грязные. И тут и так плохо, и так там идет дождь, и так вы все мокрые, и так вы опаздываете. Конечно же, чтобы смягчить в данный момент ситуацию, надо как-то пошутить, там самому себе что-нибудь сказать, либо, не знаю, как-то выйти из этой ситуации. Это, опять же, нормально. Но потом, опять же, проанализировать эту ситуацию. Что же произошло? Выпустить эту агрессию. Потому что часто бывает так, что когда человек отшучивается, когда человек там говорит шутки, прибаутки, как-то переводит любую ситуацию в плоскость юмора, тем самым он подавляет в себе эмоции, тем самым он подавляет в себе злость, агрессию, какую-то обиду, либо другие эмоции. И просто это для него как фильтр такой, как там стоп-знак, как, не знаю, как... Юмор это как защита для него идет. И ему удобно, конечно же, клиенту. То, что он пошутил, якобы ситуация разрядилась, ситуация прошла, но, как сказать, осадок-то и эмоции внутри себя, которые остались после этой ситуации, никуда не ушли. И эти эмоции до сих пор как бы живут в клиенте. Это я сейчас говорю про то, что юмор может как и положительно, так и отрицательно влиять на нашу психику. Потому что, как я сказал, часто бывает так, что различные стрессовые ситуации, различные, да любые моменты в жизни мы любим переводить в шутку, либо в юмористическую плоскость. Но под этим кроется именно психологическая защита. Что иногда, опять же, не есть хорошо. И тут нужен такой золотой баланс. И четко отслеживать, где можно перевести в юмор, в какую-то шутку это вывести, просмеяться там и так далее. А где нужно посмотреть трезво глаза в ситуации, та, которая произошла, осознать ее, понять то, что, тут на самом деле, вот то, что сейчас произошло, нифига не смешно, и нифига тут шутками, прибаутками не обойтись, и тут надо что-то делать. Тут нужно либо выражать эмоции, либо предпринимать какие-то действия, а не таить в себе, не избегать этой ситуации, потому что часто, опять же, бывает то, что с помощью юмора мы просто избегаем каких-либо конкретных там стрессовых ситуаций. У меня все. С вами был Сергей Витищенко. В этом видео я попытался рассказать, как юмор влияет и положительно, и отрицательно. Тут, скорее всего, больше отрицательно. Именно в моем видео я пытался рассказать, как он влияет на нашу психику. Как юмор является средством психологической защиты для человека. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго. До свидания. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Буду на них отвечать. Спасибо большое.